История катастрофы судна Моби Принц была крупной морской катастрофой, в результате которой погибло 140 человек. Это произошло поздним вечером, 10 апреля 1991 года в гавани Ливорно, Италия. Это самая страшная катастрофа итальянского торгового флота со времен Второй мировой войны. Это также считается одной из двух самых страшных экологических катастроф в истории Италии, наряду со взрывом и гибелью танкера MSC Milford Haven на следующий день в несвязанной аварии около Волтри. Паром Моби Принц, принадлежащий компании Navigazione Arcipelago Maddalena Lines, столкнулся с нефтяным танкером, вызвав обширный пожар, охвативший судно. Единственным выжившим из экипажа и пассажиров парома был молодой юноша Алессио Бертран из Неаполя. Остальные 140 находившихся на борту судна погибли в результате пожара или токсичных паров. Судно Моби Принц – это итальянский паром, принадлежащий компании Navarma Lines. Он был построен в 1967 году на английской верфи Camel Laird of Blair НХ для паромного оператора из Нидерландов и до 1984 года использовался на маршруте Харвич, Hook of Holland. В 22 часа 03 минуты 10 апреля 1991 года судно Моби Принц покинуло Ливорно, направляясь в Олбио для регулярных рейсов. На судне было 65 членов экипажа и 75 пассажиров. Командовал кораблем Уго Чеса. Выбирая обычный выделенный маршрут из гавани, нос парома врезался в стоявший на якоре Эйгипо Брузоу и пробил его танкер под номером 7. Танкер был заполнен 2700 тоннами иранской нефтью. В 22 часа 25 минут радист парома передал сообщение Mayday с портативного передатчика ВХВ. Он не использовал фиксированную рацию, поскольку в момент катастрофы он не находился на своем посту, что позже было подтверждено местонахождением его трупа. В результате столкновения нефть растеклась по поверхности моря и загорелась, но часть нефти была разбрызгана на судно Принца Моби от удара. Бушующий огонь быстро охватил паром. При столкновении танкер застрял у переправы. Командир танкера приказал включить двигатели на полную мощность и сумел разделить корабли, но невольно усугубил разлив нефти. Палуба судна Моби Принца была в огне, но люди на борту имели некоторое время, чтобы спастись. Огонь достиг внутренней части корабля только после того, как две массивные перегородки между палубой и верхним отсеком прогнулись от сильной жары. Как только это произошло, огонь распространился на носовое машинное отделение, замедляясь только за счет противопожарных дверей. Спасатели были предупреждены повторными звонками из танкера Аджип Абруццо, но звонок из судна Моби Принца не услышали. Ситуация оставалась неясной до 23 часов 35 минут, спустя более часа после столкновения, когда было обнаружено место крушения парома. Экипаж Моби Принца не успел отключить двигатели. Корабль вышел из-под контроля и начал кружить вдали от места столкновения, все еще охваченный пламенем, как и море вокруг него, что еще больше затруднило спасение. Экипаж собрал пассажиров в зале де люкс, в носовой части корабля, полагаясь на быстрое спасение со стороны портовых властей, чья база находилась недалеко от столкновения. Зал был оборудован противопожарными дверями и стенами. Пламя подпитывалось маслом, распыленным с танкера на нос, но волна огня прошла по залу и вокруг него, воспламенив все вокруг, но оставив зал и его обитателей невредимыми. Устройства безопасности в зале могли дать шанс на спасение, но операторы не спешили реагировать из-за недопонимания и замешательства из-за неправильно понятой динамики бедствия. Вскрытие жертв показало, что многие из них умерли от отравления угарным газом, оставшись в живых, хотя и без сознания, в течение нескольких часов после начала пожара. Густой черный дым от нефти и пластмассовых деталей парома усиливался газами, испаряющимися из сырой нефти. Когда первая волна огня обрушилась на командную палубу, команде пришлось бежать, не отключая систему кондиционирования воздуха на пароме, вентиляторы все еще работали. Когда на следующее утро было осмотрено место крушения,
и было обнаружено, что циркуляция воздуха способствовала распространению токсичных газов и дыма в помещениях, которые непосредственно не пострадало от огня. Спасательные операции были медленными и хаотичными, и позже было доказано, что проблемы со спасением являются одной из основных причин смертей. Сначала спасательные корабли из Ливхорна сосредоточили свои операции вокруг танкера Аджип Абруцци и прибыли на место крушения в 23 часа ровно. Но сигнал бедствия с судна от Моби Принц остался неуслышанным, слишком был слабым и искаженным, чтобы администрация порта могла понять. Командир Ренато Суперино из танкера Аджип Абруцци связался по радио со спасателями в 22 часа 36 минут, заявив, что корабль столкнулся с Беталиной и попросив поторопиться спасать танкер. Беталиной называли своего рода небольшой служебный катер, используемый для дозаправки. Эту ошибку позже повторил радист танкера Аджип Абруцци. Похоже, что нас поразила Беталина. Командир порта Ливорно адмирал Серхио Альбанезе прибыл на место происшествия на борту береговой охраны судна. В рамках своих обязанностей он отвечал за координацию спасательных работ. Однако ни один из офицеров, участвовавших в спасательной операции, не слышал ни о каких приказах адмирала Альбанезе, и его голос не был слышен в записях радиосвязи каналов УКВ той ночью. Адмирал Альбанезе был быстро реабилитирован во время суда, что вызвало вопросы о том, бросился ли он на место столкновения, чтобы прикрыть секретные военные операции других неопознанных кораблей. Первыми, кто обнаружил горевшее судно Моби Принц в 23 часа 35 минут, более чем через час после столкновения, два оператора буксира, Мауро Валли и Вальтер Матей. Вместе с буксирами Валли и Матеем прибыл сторожевой корабль портового управления КП-232. Операторы буксиров неоднократно обращались за помощью, особенно после того, как Бертран сказал им, что многие люди все еще находятся в опасности. Бертрана посадили на борт сторожевого корабля, который простоял более получаса в поисках выживших, но затем вернулся в порт, так как ему потребовалась медицинская помощь. Позднее с буксиров Валли и Матей сообщили, что Бертран сказал: «Спасать уже некого, все они сгорели заживо». Тем временем буксиры и пожарные корабли были отправлены к месту крушения и начали охлаждение корпуса. В 3 часа 30 минут моряк Джованни Венеруза с частного буксира вызвался подняться на борт парома, чтобы прикрепить буксирный трос, и стал первым спасателем, поднявшимся на борт корабля после катастрофы. Остальные спасатели добрались до корабля лишь через несколько часов, утром, когда пожар на месте крушения был потушен. А вертолет карабинеров покинул свою базу рано утром, чтобы присоединиться к спасательным операциям, и заснял труп, лежащий на спине возле кормы корабля. Труп не был обуглен, хотя все вокруг было сильно выжжено пламенем. Позже, когда обломки корабля были возвращены в гавань Ливорно, пожарные обнаружили, что тело полностью обгорело от жары, из чего можно предположить, что многие люди умирали не быстро в огне, а медленно от сильной жары и удушья. Это мнение подробно обсуждалось в суде. В сентябре 1992 года видеозапись, снятая пассажиром незадолго до столкновения, была найдена в хорошем состоянии, подтверждающая, что пламя и жара были вполне терпимы там, где пассажиры были укрыты, и более быстрая спасательная операция могла бы спасти много жизней. Обугленный корпус был пришвартован в Ливорно до 17 мая 1998 года, когда он наполнил воду и затонул. Позднее ржавые обломки были подняты и отбуксированы в Алиагу, Турция, для утилизации. Гибель судна Моби Принц стала самой страшной катастрофой для итальянского торгового флота с конца Второй мировой войны.